Всем привет, друзья! Время очередного велотура. И мы отправляемся с Ирусей, красотусей, в велотур по нашему побережью Мекленбург-Форпомен Балтийского моря. Что из этого вам ближе, выберите сами. Итак, вот тут мы живем, цак-цак-цак. Так как мы едем с Ирусей вдвоем, нам надо недалеко, очень Гансеншпант, с проверенным направлением, с шикарными велодорожками, чтобы покрытие было не очень грубое, не очень мягкое, погода, чтобы была солнечная и приветливая, тучки были в виде барашков беленькие, вот такие вот. Все это сегодня, разумеется, есть, плюс дождь и гроза, поэтому мы выезжаем. Вот я нашел поблизости, вот здесь мы живем, поблизости я нашел вот такой вот тайник. Вот эти все смайлики, это уже которые мы нашли. Чтобы хотя бы проехать километров 20. Вот так я прикинул, здесь должно быть километров 10 и угадал. В общем, берем этот тайник, да? Вот он называется «Если мёхте аухмаль». Вот так вот. Переходим на него, смотрим. Сложность 1,5 звезды, доступность 2 звезды. Возможно, будут некоторые нюансы к тому, чтобы к нему подойти, найти его. Типа как-то там какие-то препятствия, не знаю. Может, не так просто будет его найти, но и по идее не очень сложно должно быть. Описание тайника есть. Это имя Эрстер. Что-то типа первый Эрстер, не знаю, что это такое. На den los, типа на поехали. Allen anderen wünsche ich viel Spaß bei der Route. И типа я желаю хорошего настроения, удачи и всего такого. Человек пишет, который спрятал этот тайник в поиске. Шпас, это что, если... Шпас, это же это... Господи. Ну, короче. Это не удачи, это... Удовольствие, да. Так, значит, смотрим комментарии. Найден. 29 мая найден, 24 мая найден, 17 найден. В общем, все в последнее время всем находят. И мы, по идее, должны найти. Ну, чё? Да, и еще посмотрим, вот сколько километров до него. Вот мой дом, вот наш дом. И вот тут вот тайник. Итого 11 километров. 35 минут езды. Да, и еще мы проложили так маршрут. Выбрали так тайник, чтобы он пролегал наш велотур небольшой через китайцев на Банхофе, у железнодорожного вокзала в городе Рыбниц. И на обратном пути мы купим у них китайскую утку с макаронами, с нуделями. У них вот такая вкуснячая утка с макаронами. У них самое лучшее. Они делают огромные порции. И на обратном пути мы заедем, купим, покушаем там, если будет погода хорошая, или возьмем домой. Погнали! Собираемся и выезжаем. Чтобы нам выехать, я с Ирусей езжу на своем хардтейле, потому что мы ездим недалеко, на небольшие расстояния, поэтому я беру свой mountain bike и езжу искать здесь по месту поблизости тайники на нем. А чтобы это все вытащить, мне надо вытащить сначала гревел, потом мой хардтейл, и потом Ирусин. И вот такой вот порядок вещей, а никакой не другой. Это важно. Теперь мы берем и вытаскиваем самый главного монстра. Электрический электробайк. Вытаскиваем самого главного монстра, который весит 30 килограмм. Вот это, кстати, цепь от гревела, которую я вчера не снимать, которую надо теперь провоксовать. Я вчера ее поменял, снял. Все, погнали! Выехали. Шикарная погода, прямо неожиданно. С утра ливень, такой ливень. По прогнозу погоды целый день ливень стоит. Мы вообще не думали никуда ехать.
И выехали здесь по месту. По большей части, чтобы утку китайскую купить. Ну и заодно подснять контенту, поднайти тайничок, прокатиться, попробовать. Кстати, я хочу вот это... И тут интересная история приключилась. Меня пригласили я об этом не знал вообще, об этой акции. Есть такая общенациональная акция по сбережению природы. В общем, призывают людей пересесть на велосипеды. И по Германии, по всей стране проводится акция именно вот по городам, по коммунам. И каждой коммуне, в каждом городе есть свой, как это сказать, свой тим, своя команда велосипедистов, которые или одиночки, нет, команды в основном, или только, в общем, в каждом городе, в каждой коммуне есть велосипедная команда, в которой люди участвуют в этом проекте. У этого проекта есть страница, сайт, все, организация серьезная, даже призы. Я вообще не знал об этом, о ее существовании. Мне в Страве написал чувак, типа, вот, не хочешь вступить, там тоже интересная история. Я вообще не понял, что он имеет в виду, куда вступить. Я думал, что просто с ними покататься. Я ему написал, что вообще-то я там быстро не езжу, без шлема езжу, и вообще дождь не очень. И на что просто вот он никак не отреагировал, потому что он понял, расценил это как отказ. А я вообще неправильно понял его, а он просто предлагал мне вступить в эту вот, в ихний тим, в ихнюю команду в этом проекте. Вот, и я потом загуглил, понял, списался с ним и говорю, док, я хочу. Ну, он ответил, типа, да, вот вступай, я вступил. Короче, теперь, когда мы выезжаем, стартуем в наши велотуры, да, Кисуля? Мне теперь надо включать 3 приложения. Раньше я включал только 2. Если с Google Maps, то 3. Если сейчас с Google Maps, то 4 все. То есть Strava, Real Life я включаю, Strava и Real Life. Google Maps, если мы ищем тайник. И сейчас еще вот этот вот штат Радель называется. Тоже app, я их не включаю. Чтобы и там теперь считались километры, которые я проезжаю на велосипеде, то есть в эту общую, вот эту общую акцию. Вот здесь я колесо пробил, вот здесь где-то возле моста стекла лежали. И теперь, соответственно, я ихнее приложение включаю. Сейчас, кстати, заодно и посмотрим, как я все там настроил в этом приложении, считает ли он километры. Заодно сегодня и проверим все, как все работает. Так что мы теперь с Кисулей и Русей не просто так катаемся, а вносим свою лепту, свой вклад в общее дело земли, можно сказать, нашей страны Германии. Я ее считаю по праву нашей уже. И, собственно говоря, наш небольшой вклад в то, чтобы в борьбу с загрязнением нашей планеты, собственно говоря. То есть мы больше ездим на велосипедах теперь, чем на машинах. Я уж-то точно, потому что я еще и на работу на поезде езжу. Вот такая вот история. Погнали. Проехал я вчера, у нас только отпуск стартовал. Позавчера я полтинник проехал, вчера 115 проехал. Вообще не планировал, спонтанно это все получилось вчера. Ну и чтобы просто так не ездить, я взял координаты геотайника на острове Рюген. Вот так спонтанно махнул вчера на Рюген. Перед этим еще поменял камеру, вставил вот эту вот противопрокалывающую ленту между камерой и покрышкой. Какой-то умник мне в ТикТоке сегодня написал: так это же лента спицы прикрывать. Нет, спицы прикрывать, там уже стоит, разумеется, лента от производителя. Я знаю, что это такое. Это именно противопроколочная лента, которая идет между камерой и покрышкой. Умников в сети просто, блин.
Никто дальше вокруг своего дома не ездит, зато вот с советами полна коробочка вот прямо в интернете. Либо мороженое не бесплатно, что ли? Я не поняла вот это. Или оно бесплатно только если берешь булку? Ну, я думала тогда и пиво дадут тоже, или как-то я не поняла вот это. Там еще красная рыба была. Да? Там какая-то суета. А объяснить, что ты хочешь. Ничего не видно. И что есть. Я не знаю, что есть. Надо было читать, наверное. А там не написано. Ну, вкусно мороженое. Да? Поэтому, когда он спросил, что ты хочешь, я растерялся, а что есть? Это Матиас филе. Есть еще бисмарк. Ну. Сзади просто женщина спросила, и вот бисмарк я видела, что это красное филе какое-то. Вкусно? Да, тоже прикольно. Я вообще не хочу такое. Камера перегрелась. Короче, друзья, мы взяли булку, так как что я не ту булку взял, и Русик говорит, что там была из красной рыбы, я просто селедкой взял. А все почему? Потому что там вообще не было написано, что есть в ассортименте, я взял. И он мне такой, что типа вам? Тебе? Я такой, что есть? Я так растерялся. Ну, бери эту булку, а там уже стояла готовая селедка. И проваливалась. Ну ладно. Вон у женщины красная рыба, видишь, в булке? Я хочу такую. Wir sind hier genau richtig mit unserer Musik, weil ihr seid von hier. Блин, как хорошо здесь в центре, да? Класс. Так, не знаю, что происходит. Что-то не хочет GoPro работать. Я записывал. Оказывается, ничего не записывалось. На то. О! А сейчас включилось. С 15-го раза, кися. Это что такое? Она перегрелась. Нет, это дох не хватает этого дихтунга ей. Я когда вешаю на крепление, она перестает работать, потому что чисто механически не хватает ей расстояния там для аккумулятора. Weiter auf Wilshagen, dann nach links abbiegen, auf Wilshagen zu bleiben. Вот еще 10 минут, здесь мы сейчас поворачиваем налево, потом направо и все, и приехали. Проверка. Вроде все работает. Короче, попытаюсь дома склеить. Отвалилась от аккумулятора вот эта крышечка с бумажечкой, за которую тянуть надо. Ну, вроде вот работает, батарея фоль, полная. Едем с Русей в степях наших. Красота неимоверная.
вообще не думали сегодня выезжать, потому что по прогнозу погоды стоит целый день дождь. А его вон нету, жара. Все, улыбку. Расскажи, как хорошо. Шикарно просто. Что за лох такой? Где ты едешь? Проехали где-то 102 километра в Виннице. Какой-то другой день вообще. Пожалуйста. Все другое. Парадис. Уже парадис начался, так называемый. Селфи-палки не хватает. Еще думал взять. Окей. Совершенно. Мы все еще едем в сторону тайника нашего. До него осталось еще 10 минут. Или около того. Погнали. Да это красота, это парадиз. Это парадизкис. Что говоришь? Нравится тебе тут? А вот когда бокал пива выпьешь, ну еще все красивее кажется. Ты отказалась бы, а сейчас вообще, знаешь, какие краски яркие были. Так, у нас непредвиденная ситуация. Навернулся от аккумулятора от GoPro. И у нас с собой только один, поэтому я снимаю сейчас на телефон. Но это бы все ничего, если бы нам сейчас не ехать в небольшое путешествие. И нам нужны аккумуляторы. Если я сейчас даже и закажу, то они придут неизвестно когда. В общем, не вовремя. Надеюсь, что это не сама GoPro навернулась, а только аккумулятор. Ну, в принципе, там как-то странно отклеилась крышечка, а потом оторвался эта бумажечка, за которой вытаскивается этот аккумулятор из GoPro, тоже сделано ногами. В общем, постараюсь приклеить, но это уже без шансов. Держаться не будет. Ну, постараюсь, это раз. Короче, надо заказать новый. Фигня. Ну, едем. Вот сейчас все работает. Я так думаю, что перегрелась камера. Конкретно перегрелась. Она сейчас летом перегревается. Просто если дольше 5 минут включена, все. Хана. А я забыл ее выключить, когда булки покупал. В очереди стоял, включил ее, блин, это было максимум, наверное, минут 5. Так, что там забор какой-то, коровы, и все, и аккумулятор расклеился, камера не включается, пойди пойми от чего, а она стопудово перегрелась и не хотела включаться. Nach 600 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Через 600 метров цель уже. Не перестаю удивляться количеству дорожек, все различных, которые прямо недалеко от твоего дома, но о которых ты знать не знаешь. И если бы не геокешинг, вот просто вот никогда в жизни не увидели, не побывали там, потому что их великое множество, они прямо паутина. И вот сейчас мы едем по дороге, здесь мы ни разу еще не были, хотя это всего в 11 километрах от дома. Удивительно, и это все благодаря геокешингу, потому что везде есть тайники, в любом уголке есть тайник. Бери, есть, едь, изучай, катайся, наслаждайся. Коровы, привет! В общем, кися,
Думал я расстроиться, значит, такой уже начал даже. Понемножку. Такой уже прикидываю, калькулирую эти суммы. Сейчас опять этот аккумулятор покупать. А может вообще камера навернулась, пойди пойми что. Походу она просто перегрелась. И комиша Вайза даже уже когда было холодно, все равно не включалась. Но сейчас все включается, выключается. Нормально. В общем, рано паниковать, друзья. И это меня уже снова радует. Приехали. Вот так навскидку. Где тайник? Как думаешь? Где здесь может быть тайник? Давай, кто найдет первый, тот молодец. Ира не решается, я возьму инициативу в свои руки тогда. Цаки-цаки. Ха, нету. Придется одевать очки геокетчерские. Я думал, обойдется вот этим блицкригом. Кстати, а там же сложность 2 звезды. На секундочку. Я бы, конечно, спрятал бы в этом столбике, но это не точно. Да, крутые. Так, где бы он мог быть? Давай поищем. Берем эту нашу геолокацию. Так, включаем. Угу. Так. Он где-то здесь. Так. Он наверняка... вот он! Красавчик наш! Та-да! 179-й тайник, друзья! Еще один из 180! Все, теперь Алекс и Ирина в геокэшинге, все. Команда снова. Получил я нагоняй предупреждение. Что за... Да блин, тупо мне вазки. Ты его снимай и еще насекомых с меня тоже снимай. Так, Алекс и Ирина. Теперь снова команда. Старые добрые времена. Кстати, сегодня 1 июня. Поздравляю с первым днем этого. Лето. Скажи мне, как его? Лето получается? Первое. 06. Блин, сегодня лето стартовал. Как ты думаешь, мы прилично отмечаем его? Шикарно. Прямо вот лето встречать надо активно. Не лежа где-то там на диване, а активно, друзья. Поднимаем задницу, берем велосипедик, надеваем геокетчерские очки и погнали. Все, кладу на место, друзья. 179-й. Такого еще не видел, что прямо вот на проволоке. Давай-ка на проволоке. Все, по коням. И погнали домой за уткой. Ты утку хочешь, Кись? Пекинскую? Вдох. Я пивасика бы купил, но у них там втридорого наверняка. Давай без утки тогда. А с чем? А не с чем. Как-то грустно. Нам завтра ночью 4 утра, точнее, мы выдвигаемся в сторону Баден-Баден, на юг Германии, и нам надо бы заправиться сегодня максимум. И с утра была цена на дизель евро 43, и я что-то провтыкал, а сейчас мы проезжали уже евро 49, но я не про это. Хотел сказать, мы здесь Фомат, бывший рынок только что проезжали, он в нашем городе тоже иногда его организовывают. И так интересно, вот я заметил, что вот люди, которые вот даже продавцы и покупатели, они как-то между собой похожи. Это люди, которые застряли вот в тех годах ГДР. У них даже стрижки, прически такие вот, как тогда. Вот они обожают вот это всякое старье, вот это вот тусовку. Кися, ты не обращал внимания? Вот сейчас чувак на бусте с прицепом выезжал с Walmart, и он прямо остановился перед нами и вышел, да? Ты видел его стрижку, прическу? Это такие длинные волосы, как носили там в 70-х. Это продавец, который, скажем так, пропускает нас автобус.
который успешный продавец, судя, у него приличный уже бус с большим прицепом, то есть он уже зарабатывает этим, что он ездит по блошиным рынкам и продает это все утварь тех годов, как правило, это все, это уже все с тех годов. Вот и сами люди, сами продавцы, покупатели, они как будто застряли в том времени. Они одеваются вот как тогда. И причем это все не ради стиля какого-то, а они вот такие. Они вот живут тем временем. Чувак, который ходит с длинными волосами, а ему уже лет там под 60, и понятно, что эти уже 3 волосины, но он будет их носить до последнего. Удивительно, конечно. Так, и финальное, друзья. Нашли мы тайник, 179-й наш геотайник. Отмечаю, что найден. Спасибо, благодарствую всем, кто его организовал, всем причастным. Пишу Гефуден и Данке. Скорость я не смотрю. В общем, 22 километра. Я совсем забыл, что сегодня в Рыбнице, в нашем городке, раздают бесплатно этот фишбрёдхен, булочки с рыбой, мои, по крайней мере, любимые, по евро, в честь там у них там что-то там им 100 лет в обед сегодня исполнилось. Все, отправляю. 179. Все, помечен, вот смайлик появился, как найден. Это уже у меня переводит эту страницу с немецкого на русский, так все здесь на немецком. Да, и совершенно случайно мы ехали мимо, я такой смотрю, очередь стоит, живая музыка играет. Я себе еще захотел будильник поставить, что в воскресенье по евро рыба. Так, более того, мы мимо проезжали, случайно увидели, я такой, кстати, все, стали в очередь. Там у них, оказывается, вообще все сегодня по евро. Просто клондайк какой-то. Я бы не завтракал, если бы вспомнил. Там бы позавтракал пивом и мороженым. Это же класс. В общем, поели мороженое, попили, запили пивом и рыбой соленой. Полирнули все это дело. Поехали дальше. Нашли тайник. Поехали обратно. У китайцев купили пекинскую утку. Там я еще себе пиво сверху, короче. В общем, у меня отпуск. До новых встреч, друзья. Погнали.